Друзья, всем привет! С вами Лада, и в этом видео я предлагаю нарисовать вот такой снежный зимний пейзаж гуашью. Список материалов, которые я использовала для рисования этого сюжета, вы найдете в описании под видео. Скажу лишь, что для рисования этого пейзажа я использовала 5 цветов, и обязательно кисти с жесткой щетиной, они очень хороши для рисования пейзажей с елочками. Ну и мы приступаем к работе. Как обычно, я покрываю лист белой гуашью, в данном случае использую белила титановые. И бумага, которую я использую для рисования гуашью, это акварельная бумага. Вот таким образом покрываю белый лист гуашью, и здесь я уже начинаю намечать какие-то облака на небе. Так как у нас зимний пейзаж, очень снежный пейзаж, то небо у нас здесь не будет темно-синее, оно будет очень светлое, поэтому я использую для его написания много белил, ну и немного синего цвета. Так как у меня гуашь профессиональная, то названия красок у меня написаны. Если у вас гуашь простая, то берите 2 цвета синих, которые у вас есть в наборе. Вот таким образом я покрываю целый лист белой гуашью. Она у меня, кстати, заканчивается, поэтому я ее уже достаю из тюбика. Если ваша краска слишком такая густая, то немного добавьте воды. После того, как целый лист покрыт гуашью белой, я возвращаюсь к небу, добавляю немного синего цвета, там, где, как мне кажется, будет интересно смотреться. Здесь немного добавляю фиолетового, и все это растушевываю белилами. Обязательно, чтобы не было очень четких границ и каких-то резких переходов. А сейчас я беру белила и смешиваю с синей краской. Получается такой нежно-голубой цвет. И сейчас этим цветом я намечаю сугробы на дальнем плане, на переднем. Здесь очень важно, чтобы сугробы не смотрели друг в друга. То есть, чтобы они были внахлёст, немного вот как я показываю сейчас. Наметила дальний план, на переднем плане тоже какие-то сугробы. Сейчас я делаю замес. Я взяла белилы, синюю краску, причем 2 моих синих краски и немного зеленого цвета. И сейчас я делаю замес для дальнего плана. Дальний план у нас очень нечеткий, там непонятно, что изображено, то есть какие-то елочки или деревца, поэтому вот так нечетко я изображаю дальний план. Если мы с вами будем изображать его более конкретно, то он у нас выйдет на передний план и нарушит нашу перспективу. Для этих целей очень подходит здесь кисточка с жесткой щетиной. Она делает такие неоднородные движения, очень похожие на листву деревьев. Добавляю немного фиолетового, чтобы было интересней, чтобы была какая-то загадка. А здесь очень важно, чтобы ваш дальний план был тоже неоднородным и по высоте. То есть я показываю, какие-то деревца выступают немного вверх. Как я уже говорю, что главное, чтобы у вас дальний план не был на одной высоте, то есть какие-то деревца у нас более высокие, какие-то более низкие, и я это все показываю, но опять же без конкретики, то есть я стволы деревьев не рисую такую четкую крону деревьев, а здесь я добавляю немного больше синего цвета, для того, чтобы было более интересно. Вытираю излишки краски с кисточки бумажным полотенцем.
Но все равно на кисточке осталось немного синего цвета, кстати, это даже на пользу. Сейчас беру белила и вот таким вот образом рисую сугробы. И так как у нас на кисточке осталось немного синего цвета, то у нас сугробы получаются очень неоднородные, и они более естественно смотрятся. То есть если вы посмотрите на снег, он у нас не идеально белый, а все-таки какая-то синева присутствует, поэтому я ее и стараюсь показать. На дальнем плане у нас более белый снег кажется, поэтому я там использую очень много белил. Ну а на передних планах я добавляю чуть больше синей краски. Вот таким образом я снова покрываю всю эту часть, где у меня земля, сугробы, белилами, добавляю чуть больше синей краски, чтобы показать какие-то тени. Все-таки у нас поверхность неоднородная, присутствуют какие-то ямочки, какие-то сугробы, выпуклости, впуклости, и все это я изображаю. А здесь очень хорошо подходит синяя краска, у меня она названа ультрамарином, она очень похожа на фиолетовую, в такую сторону немного оттенок отдает, и она очень хороша для теней. Вот таким образом показываю какие-то неровности, но главное опять же не переборщить, чтобы не было слишком темно. Для этого, если вы все-таки переборщили, добавьте чуть больше белил и очень плавно все это растушуйте. А сейчас я беру кисточку с жесткой щетиной меньшего размера и делаю замес. Я беру белила, синюю краску, чуть больше синей краски, и одной и второй у меня. Одна, по-моему, называется лазурь железная, а вторая ультрамарин. И добавляю еще зеленого цвета. Сейчас буду рисовать елочки. Они у нас тоже будут на заднем плане, но чуть больше вперед обращены. Очень хороши такие кисточки для рисования елок. И вот первую елочку я рисую, то есть вот такими вот движениями. Я, кстати, рисую елочки снизу вверх, мне так удобно, но видела, что рисуют елочки еще и сверху вниз тоже, но это как вам удобно, тоже попробуйте и тот, и другой вариант. Первая елочка нарисована, теперь я изображаю вторую елочку, она у нас чуть дальше, поэтому она по размеру меньше. Здесь я вот что-то кисточкой подправляю, где у меня белила на ней остались. Продолжаю рисовать елочки. Здесь на самом деле у меня нет четкой схемы, где мне их нужно нарисовать. Как вы видели, я карандашного наброска не делала никакого. Все это чисто по интуиции рисую. Если вам так сложно, то наметьте заранее, где у вас будут елочки располагаться, и уже рисуйте их в этом положении. Эта елочка чуть ближе к нам уже расположена, поэтому она уже чуть больше по размеру и чуть темнее. И здесь у нас идет самая близкая к нам елочка. Я ее уже делаю более темной, чтобы показать, что она ближе к нам. Здесь, смотрите, она совпадает с вершинкой дальнего плана, поэтому я сейчас делаю ее чуть выше, чтобы она не сливалась с задним планом, а чтобы была иллюзия, что она вот ближе к нам находится. То есть, смотрите, я немного ее расширяю и немного увеличиваю по высоте. Делаю более темной. Чуть больше зеленого цвета, все-таки елочки у нас зеленые остаются и зимой, поэтому зеленый цвет нужен. Ну и посмотрите, да, уже есть иллюзия, что она находится ближе к нам. Сделала замес, добавила чуть больше синей краски, то есть он такой у нас получился очень темный. И сейчас я намечаю елочку, которая у нас находится ближе к нам, то есть самая близкая. И вот такими движениями
Кстати, сейчас я взяла кисточку побольше, потому что неудобно маленькой кисточкой рисовать такую большую елочку. И вот такими движениями я изображаю ее листву. Движения неоднородные, очень хороши кисточки с жесткой щетиной, как я уже говорила, для этих целей. Здесь добавляю больше зеленого цвета. И вот такими движениями продолжаю изображать елочку. Обратите внимание, как я начала ее намечать, то есть сначала я наметила ее основание, а потом я наметила ее вершинку. И, как я уже сказала, рисовала я эту елочку, начала рисовать я эту елочку снизу вверх, как-то мне так удобнее рисуются эти елочки. Добавляю чуть больше синего цвета, чтобы показать какие-то тени на листве. А здесь я увидела, что она какая-то очень коренастая, но пышная, и сейчас я хочу ее немного удлинить. То есть я делаю ее чуть выше. Да, вот так верхушку добавляю, ну и пропорции тут тоже соблюдаю. То есть я корректирую форму елочки сейчас. Ну вот параллельно я беру кисточку с жесткой щетиной, на которой были белила, и вот таким образом подправляю тут сугробы какие-то, тенюшки подправляю. Очень удобно иметь две кисточки, чтобы не мыть их от одной краски. Очень удобно ими вот их менять и тем самым параллельно рисовать. А здесь я добавляю какие-то тени, добавляю чуть больше синего цвета. Вытираю кисточку, которой я рисовала елочки, о бумажное полотенце. И сейчас я буду наносить снежок на елочке с помощью белой краски. То есть просто беру вот так немного на кисточку и вот такими движениями наношу снежок на елочке. Опять же, не нужно делать такое белое пятно. Нужно вот такими движениями неоднородными располагать снег по елочке. Главное елочку рисовать вот такими движениями кисточки, то есть не нужно делать цветовое пятно большое, а потом делать какие-то такие края рваные у елочки. Нет, вот именно вот такими движениями неоднородными, тогда елочка очень похожа на настоящую получается. А здесь я добавила немного теней на елочке, все-таки есть у нас в елочке где-то темные места, где-то светлые, поэтому немного подкорректировала этот нюанс. И сейчас добавляю чуть больше тенюшек, вот там где-то вдали чуть больше. И здесь какие-то сугробы намечаю. Для этого я использовала темную синюю краску и белила. Где-то больше белил, то есть сделала такую неоднородную поверхность. Ну а теперь последний шаг – это снежок. Для этого я взяла кисточку с жесткой щетиной маленькую, развела белила чуть больше с водой и вот такими движениями, то есть я излишки с кисточки убираю белой краски и стукаю ее о палец, и таким образом брызги получаются, и вот такой вот снежок получается. Главное здесь это убрать излишки краски с кисточки, очень-очень главное, иначе у вас будет очень большие хлопья снега. Убираю малярный скотч, картина готова. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Обязательно попробуйте нарисовать этот зимний пейзаж, у вас все получится. Ставьте большие пальчики вверх, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить выхода новых видео и трансляций. Желаю всем вдохновения, отличного настроения и увидимся очень скоро. Пока-пока!